Как вы считаете, будут развиваться события в Украине в свете переизбрания Трампа? Он давал обещание закончить войну. Поддержка российской оппозиции в изгнании и проектов вроде вашего. Мы будем продолжать работать, это совершенно точно. Полномасштабная агрессия против Украины, мне кажется, результатом вот этой политики умиротворения диктатора. Но, видимо, этого было недостаточно. Сейчас надо еще разок для недалеких. И еще раз будет такое заключение мира, которое Путин сможет представить как победу. Российская оппозиция логически не способна консолидироваться. Иногда заглядываю в Твиттер, он все равно Твиттер. Откуда у людей столько свободного времени? Для меня надежда — это чувство деятельности, стать частью той России, о которой мы все мечтаем. Здравствуйте, это «Синяя лампа», меня зовут Артемий Левкой, и сегодня у нас в гостях Евгения Карамурза. Здравствуйте, Артемий. Здравствуйте, спасибо вам большое, что выделили время для беседы. Мы сегодня с вами встречаемся в Мэнсфилд колледже в преддверии вашей лекции, которая, как я понимаю, будет посвящена теме политзаключенных в России и деятельности фонда, в котором вы работаете, фонда «Свободная Россия». Я бы очень хотел обсудить все эти темы в ходе нашей беседы, но начать бы я хотел с вопроса к вам, как к частному человеку. Я думаю, что после событий 1 августа многие из нас не могли поверить в происходящее. Лично у меня до сих пор впечатление, что я смотрю художественный фильм. Ваш супруг в многочисленных интервью говорил, что всерьез не рассчитывал выйти из заключения. Думал, что остатки своих дней проведет в российской тюрьме. И у меня к вам вопрос в связи с этим. На протяжении тех 2,5 лет, что он сидел в заключении, у вас была надежда, что он выйдет досрочно? Такая мысль в вашей голове возникала? Я очень рада быть в Мэнсфилд колледж. Лекция моя будет не столько о работе фонда «Свободная Россия», сколько о гражданском мужестве. Гражданском мужестве, которое побуждает людей говорить «нет» режиму, несмотря на любые риски, несмотря на любую опасность. И вот когда я сюда шла, я прошла мимо статуи Элеоноры Рузвельт, которая одна из моих героинь просто на самом деле. И там замечательная ее цитата о мужестве и страхе, и о том, что мы не должны становиться героями в одночасье. Можно каждый день делать маленький шажок. Каждый день ты просыпаешься, ты смотришь и думаешь о том, что ты можешь сделать сегодня. И ты понимаешь, что у тебя внутри все эти силы есть. Ты просто должен их как-то собрать в кулак и делать то, что должно. И тогда страх отступает. Володя, мой муж, занимается тем, чем он занимается больше 20 лет. Володя в политике и в оппозиции Владимиру Путину, собственно, с момента прихода Владимира Путина к власти 25 лет назад. Страшно подумать. И за это время неоднократно было дано понять нашей семье, что такая деятельность не будет спокойно восприниматься российскими властями. Володя пережил 2 попытки убийства в 2015 и 2017 году. Как мы считаем, за его деятельность по закону Магнитского, за введение персональных санкций против нарушителей прав человека,
как в России, так и по всему миру. Я помню, что когда он начинал заниматься этой работой, многие крутили пальцем у виска и говорили: ты сумасшедший, ни одно правительство никогда не примет такой закон. На сегодняшний день закон Магнитского существует в 35 странах. И он касается не только нарушителей прав человека в России, но и глобально во всем мире. И когда я вижу иранских коллег, правозащитников, требующих введения санкций Магнитского против нарушителей прав человека в Иране, мое сердце радуется, потому что мир санкциями Магнитского получил действительно революционный инструмент привлечения к ответственности преступников. Конечно, все это вызывало исключительное раздражение у Кремля. Володе удалось пережить 2 попытки убийства, но вот с началом полномасштабного вторжения, естественно, он даже не думал о том, чтобы промолчать. Это совершенно невозможно было и остается невозможным. И он оказался в тюрьме, и против него было 3 уголовных дела. Его признали иноагентом, объявили предателем Родины. Ну и там еще всякое мелкое распространение информации о деятельности российских войск. 5 выступлений ему 5 предъявили. выступлений в общей сложности, да. По каким-то выступлениям он был объявлен предателем, изменником Родины, потому что российские власти посчитали, что эти выступления ставят под угрозу безопасность Российской Федерации и портят имидж Российской Федерации на международной арене. То есть не агрессивные действия Кремля по отношению к нашему ближайшему соседу, не чудовищная война, которая унесла уже десятки тысяч жизней, и люди продолжают умирать каждый день, а то, что мой муж называет это преступлением. Но в России сейчас все перевернуто с ног на голову, и дело моего мужа это только это просто иллюстрация к тому, что происходит в стране в целом, в масштабах целой страны, которая живет в 11-часовых поясах. И, откровенно говоря, я, наверное, уже... страшно, наверное, говорить такое, но, наверное, я уже привыкла жить так, как мы живем. В 2015 году Володя был в коме с полиорганной недостаточностью, ему давали 5% шанс на выживание. В 2017 году было то же самое. Потом был 25-летний срок. И я привыкла не... Вы спрашиваете, надеялась ли я? Да, для меня надежда – это чувство деятельное. Надежда – это то, что ты делаешь для того, чтобы было так, как ты хочешь, чтобы было, грубо говоря. И я думаю, что вся наша семья живет именно так. Мы стараемся делать то, что мы можем сделать в нынешних обстоятельствах, чтобы изменить ситуацию когда-нибудь, может быть, или чтобы приблизить эти изменения на шажок. И я не думала, я не давала себе думать о том, выйдет Володя на свободу, не выйдет Володя на свободу. Я делала все для того, чтобы продолжалась его работа. Потому что я понимала, что и по санкциям, и в поддержку российских политзаключенных, и против войны в Украине его публичная деятельность должна была продолжаться. Я хотела сделать все для того, чтобы власти не добились своей цели. Цель была заставить его замолчать. Ну и я просто поняла, что я не дам им этого сделать. Я буду его голосом. Я буду продолжать говорить о сотнях и сотнях политзаключенных. Я буду говорить о преступном характере режима Путина. Я буду говорить о том, что война – это преступление. Я буду продолжать делать все для того, чтобы его голос не замолчал. Можно ли сказать, что вы считаете, что предаваться эмоциям, каким бы то ни было, положительным, как надежда, или отрицательным, как отчаяние, нельзя, когда речь идет о борьбе с таким рациональным
и абсолютно неэмпатичным режимом, что нужно говорить с ними на их языке и действовать их же методами. Но это двояко, потому что, скажем так, если мы не позволяем себе чувствовать, мы становимся таким же, как они. Если мы перестаем думать о надежде, испытывать иногда отчаяние, испытывать страх даже, все, что делает нас людьми, мы теряем эмпатию. Если мы теряем эмпатию, мы становимся ими. Но при этом опускать руки нет, никогда. При этом дать им подумать, что мы недостаточно сильны, никогда. Потому что это неправда. И потому что я работаю с потрясающими людьми в Фонде «Свободная Россия», в других продемократических антивоенных организациях, которые, несмотря на чудовищные риски для себя, несмотря на очень сложные обстоятельства, в которых они вынуждены работать, несмотря на вынужденную миграцию часто, несмотря на все, они продолжают работать, делать очень важное дело, и как-то каждый день они встают с кровати и идут делать это дело, и не опускают руки, и не предаются унынию. И мне кажется, что, ну а кто я такая, чтобы опускать руки? И здесь большую роль играет взаимоподдержка. Когда становится тяжело мне, кто-то подхватывает меня. Когда я вижу, что тяжело кому-то еще справляться, значит, я должна подойти и подхватить этого человека. В этом наша сила, в этом наше единение, мне кажется. К слову о политзаключенных. Насколько я понимаю, большая часть вашей деятельности в Фонде «Свободная Россия» заключается в общении с западными политиками на тему российских политзаключенных и о важности их высвобождения из заключения. Теперь, после того, как состоялся этот исторический и беспрецедентный по масштабу обмен, есть ли реальная стратегия вызволения оставшихся политзаключенных? Есть ли у Кремля свои люди в европейских тюрьмах, которых они хотели бы обменять по похожему сценарию? Какие сейчас возможны варианты? Мне кажется, что здесь нужно использовать все возможные варианты, потому что для многих людей в российских тюрьмах это сейчас вопрос жизни и смерти в прямом смысле слова. Как для Егора Балазейкина, у которого хроническое заболевание печени, как для Алексея Горинова, у которого просто нет легкого, как для Марии Пономаренко, которая прошла через карательную психиатрию и очень близка к самоубийству. Для большого количества людей сегодня это в прямом смысле слова вопрос жизни и смерти, поэтому мы считаем, что и обмены тоже должны продолжаться, и мы работаем и по этому направлению тоже. И если говорить о более, я не знаю, долгосрочной, мы сейчас не знаем, что будет дальше с войной и что будет дальше происходить, но мне кажется, что война в какой-то момент закончится, и будет какой-то процесс послевоенного урегулирования. Так вот, мне кажется, очень важно нам сейчас, представителям российских продемократических сил, говорить и убеждать западных политиков в том, что освобождение российских политзаключенных должно быть частью этого послевоенного урегулирования. Потому что сотни людей сейчас в России сидят в тюрьме только за то, что они высказались против войны, за то, что они распространяли информацию, за то, что они посылали донаты Украине. Вот как Татьяна Лалетина, про которую рассказала Ксения Фадеева после освобождения. Про Татьяну Лалетину никто бы никогда не знал. Она сидела в той же колонии, в которой сидела Ксения Фадеева. И посадили ее за донат Украине. Или случаи, когда людей обвиняют в государственной измене за то, что они посылают донат Украине, $30, $50. $51, как девочка из Екатерины. Да. Но у нее двойное гражданство было. Это случай и заложника тоже.
То есть ее режим взял в заложники для того, чтобы, опять же, иметь возможность совершать будущие обмены. Точно так же сейчас арестовали на 3 года какого-то французского гражданина Винатье, который вообще не имеет никакого отношения ни к чему. Всего просто взяли в заложники банально. Но есть и примеры просто таких обычных российских граждан, которые в ответ на полномасштабное вторжение в Украину хотели вот что-нибудь сделать и посылали донат. И оказались за это в тюрьме. И поэтому мне кажется, что очень важно, чтобы освобождение политзаключенных было одним из пунктов послевоенного урегулирования. Да, и еще я хочу сказать очень важную вещь, потому что это близко моему сердцу. Кроме директора адвокации фонда «Свободная Россия», я еще являюсь президентом фонда 30 октября. Это фонд, который оказывает прямую финансовую поддержку семьям политзаключенных. Потому что когда человек оказывается в тюрьме по политическим мотивам, очень часто он не является единственной жертвой этого режима, а страдает еще его семья, которая часто остается вообще, в принципе, без средств к существованию. И когда Володя, мой муж, оказался в тюрьме, он очень сильно переживал по этому поводу, как мы с детьми будем выживать. И когда мне очень многого стоило убедить его, что я совсем справлюсь, что все будет нормально, что я смогу, что я большая девочка. Потом Володе несколько организаций вручили премии, в частности, первой была премия Вацлава Гавела, которая вручается Советом Европы. И у этой премии была денежная часть, и Володя спросил, как я посмотрю на то, чтобы создать фонд помощи семьям политзаключенных. И я, конечно, сказала, что идея совершенно правильная, и с тех пор Володя получил еще несколько премий, я получила несколько премий, один член нашего борда, Сергей Лукашевский, который был главой Сахаровского центра очень долгое время, до его закрытия, естественно, российскими властями, тоже пожертвовал фонду часть своей премии. То есть все денежные части премий, которые мы получаем, отправляются теперь в фонд 30 октября, который оказывает ежемесячную финансовую поддержку семьям политзаключенных, оставшихся не только без своих любимых, но очень часто без средств к существованию. А какие-то деньги из этого фонда выделяются на оплату работы адвокатов? Я знаю, что таким занимается ОВД-Инфо, например. Вот в частности, мы сотрудничаем с Мемориалом и с ОВД-Инфо. Они предоставляют финансовую помощь самим политзаключенным, оказывая им поддержку юридическую, гуманитарную, а мы занимаемся их семьями. То есть, да, мы работаем вместе с организациями, да, мы распределяем, получается так, немножечко функции, потому что, да, мы не занимаемся конкретно поддержкой самих политзаключенных, то есть оплатой юридических услуг. Этим занимаются организации как ОВД-Инфо или Мемориал, а мы оказываем помощь непосредственно семьям. Теперь я хотел бы поговорить немножко на глобальные темы. Одна из них просто носится в воздухе, и обойти ее совершенно невозможно. Как вы считаете, будут развиваться события в Украине в свете переизбрания Трампа на должность президента США? Тот план мира, который из разных источников озвучивался на протяжении последних месяцев, а именно размежевание государственных границ по линии фронта, создание демилитаризованной зоны протяженностью около 800 миль, отказ Украины на вступление в НАТО на протяжении 20 лет и продолжение финансовой и военной поддержки Украины на протяжении этого срока с тем, чтобы обезопасить Украину от повторного вторжения. Насколько это в ваших глазах реалистично?
Одно дело, реалистично ли это, другое дело, правильно ли это. Реалистично, да. Мне кажется, что Трамп может это сделать, что он может а, силой, давлением, я не знаю, усадить за стол переговоров Путина и Зеленского. И он давал обещание закончить войну за 24 часа или там за 48, что он там говорил. И я думаю, что он постарается это сделать. Другое дело, что... Слушайте, я не политик. Я никогда на эту роль не претендовала и не претендую. У нас в семье есть один блестящий политик. Этого для семьи, мне кажется, достаточно. Это не зона моих интересов вообще никогда не была. Поэтому я рассуждаю просто как человек, как гражданка России, как гражданка мира, тоже, если хотите. Я смотрю на правление Путина всю четверть века его власти, и я вижу, что все это время он и его режим совершали похожие преступления, и каждый раз это сходило им с рук. Это началось непосредственно после прихода Путина к власти, когда прямо сразу начались политические убийства в стране. Одна новая газета потеряла 6 своих сотрудников. И первого, Игоря Домникова, убили в 2000 году. Потом был Щекочихин в 2003, Анна Политковская в 2006 и 3 человека в 2009. Это были и внутренние репрессии, которые начались сразу с закрытия независимых телеканалов НТВ, ТВ6, ТВС. К 2003 году все было закрыто. Это отмена губернаторских выборов. У нас вообще-то федерация на бумаге. Это жестокое подавление протестов, мирных протестов в России. То есть это и внутренние репрессии, и внешняя агрессия. В 2008 году это было вторжение в Грузию. Была аннексия Крыма в 2014 году. Были бомбежки Сирии, в которых участвовали те же самые люди, которые потом бомбили Украину, продолжают ее бомбить. То есть эти люди отрабатывали технику на мирном населении в Сирии. И каждый раз это сходило Путину с рук. Каждый раз с ним перезагружались, видели в его глазах душу. Вот это вот все. Каждый раз реалполитик побеждала. Я очень хорошо помню, как в 2012 году после протестов на Болотной, самых крупных протестов за путинское правление, когда людей размазывали лицом об асфальт в Москве, и многие из них оказались с длинными по тем временам сроками в тюрьме по Болотному делу, западные правительства выразили озабоченность и подписали договор на строительство Nord Stream. Ну вот какой месседж был послан и Кремлю, и российскому гражданскому обществу? То есть Кремль подумал, что окей, всегда будут интересы, которые будут перевешивать права человека. Всегда будет это realpolitik. А российское гражданское общество поняло, что оно один на один с этим режимом, и что, выражение озабоченности будет, а больше ничего, несмотря на то, что в международных документах, как в документах ОБСЕ, членом которого Россия является до сих пор, черным по белому написано, что нарушения прав человека не являются внутренним делом ни одного государства. И что когда такие нарушения прав человека имеют место, другие государства не только имеют право, но обязаны вмешаться. Они обязаны предотвращать нарушение прав человека, а если они уже случились, наказывать виновных. Ничего подобного не происходило на протяжении 25 лет правления Путина. И, собственно, полномасштабная агрессия
против Украины, мне кажется, результатом вот этой политики умиротворения диктатора. Очень вредной политики, которая уже все на свете показала нам в 20 веке, но, видимо, этого было недостаточно. Сейчас надо еще разок для недалеких. Прошу прощения за мою излишнюю эмоциональность. Ну вот почти 3 года идет чудовищная война посреди Европы. И еще раз будет такое заключение мира, которое Путин сможет представить как победу в войне. То, что, естественно, тема о взятии Киева за сколько там было дней, 3 дня, она уже, естественно, далеко в прошлом. Это будет спасение чего там русскоговорящего населения на вот этих вот территориях, которые сейчас находятся под нелегальной оккупацией. И Путин это представит как победу. И меня очень сильно беспокоит то, какой сигнал получит Кремль при таких переговорах. Мне страшно об этом думать, потому что я понимаю, что было в прошлом, к чему это приводило в прошлом. Если Путину позволено захватить 20% территории Грузии или аннексировать Крым, то в его логике почему ему нельзя захватить всю Украину? Почему нельзя Молдову? Почему нельзя вернуться к идее восстановления Советского Союза? Почему нет? И вот здесь будет очень опасный момент, что если Путину будет позволено представить что бы то ни было как победу, это даст ему повод думать, что можно продолжать в том же духе. Как я понимаю, ваша деятельность в фонде «Свободная Россия» во многом направлена на то, чтобы такой трактовки окончания войны не допустить, на то, чтобы попробовать все-таки донести до западных политиков, что с Путиным нельзя разговаривать как с президентом полноправным, а нужно разговаривать как с преступником военным. Опять же, возвращаясь к теме смены власти в США, как вы думаете, поддержка российской оппозиции в изгнании и проектов вроде вашего уменьшится в связи с переизбранием президента? На этот вопрос сложно ответить, потому что Трамп вообще человек очень непредсказуемый. И на самом деле не совсем ясно, чего он хочет. Но мы будем продолжать работать, это совершенно точно. Мы будем продолжать делать наше дело, потому что мы считаем его важным, и мы будем делать его в любых условиях. Путин действительно нелегитимный президент, он узурпатор и диктатор. И нам удалось убедить западных политиков признать этот факт. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой ставит под вопрос легитимность Владимира Путина. И на этой платформе продолжается диалог с российским гражданским обществом. Более того, будет скоро сформирована такая контактная группа из представителей российского гражданского общества, чтобы продолжать диалог с Советом Европы, несмотря на то, что Россия больше не является членом Совета Европы. Ее исключили после начала полномасштабного вторжения. Но Парламентская ассамблея Совета Европы понимает важность диалога с другой Россией, Россией альтернативной Владимиру Путину, Россией демократической, которая хотела бы жить в мире и согласии с самой собой и со своими соседями. Точно такую же резолюцию о нелегитимности Владимира Путина принял Европейский парламент в прошлом году. Так что нам удается достучаться, нам удается убедить наших западных партнеров в необходимости называть вещи своими именами. Владимир Путин диктатор, военный преступник и узурпатор власти. В России последние выборы
которые, по мнению международных организаций, были свободными и честными, имели место в 1999 году. В 1999 году. С 1999 года в России не было ни одних выборов, парламентских, президентских, каких угодно, которые соответствовали бы критериям свободных и честных выборов, по мнению международных организаций. А если учесть, какая медиакомпания была развернута в 1999 году, можно еще усомниться в честности тех выборов в том числе. Я просто говорю, что даже со всеми сложностями, даже выборы 1996 года, можно еще дальше пойти. Но я имею в виду общепризнанно международными организациями, такими как ОБСЕ. Последние честные свободные выборы были объявлены таковыми наблюдателями ОБСЕ в 1999 году. Это четверть века украденных выборов. Поэтому мы будем продолжать делать ту работу, которую мы делаем в любых условиях. И да, для нас поддержка Украины очень важна. Между прочим, сама организация «Фонд «Свободная Россия» была создана в ответ на аннексию Крыма в 2014 году. Создательница организации Наталья Арно тоже оказалась в вынужденной эмиграции, потому что ей угрожал уголовный срок. По какому делу она проходила? Я уж не помню, какое это было дело, но, по-моему, она представляла угрозу для безопасности Российской Федерации. Наша Наташа Арно представляет большую угрозу для безопасности Российской Федерации в ее нынешнем состоянии. Это правда. Это правда, потому что деятельность организации, явно признанная эффективной и серьезной российскими властями, наша организация является нежелательной и экстремистской, по их мнению. Так вот, Наталья Арно создала ее за своим кухонным столом в Штатах в 2014 году в ответ на аннексию Крыма. С тех пор организация разрослась настолько, что у нас сейчас есть офисы и так называемые reform spaces. Это площадки для русскоговорящей общины за пределами Российской Федерации. Такие площадки и офисы у нас есть в Брюсселе, в Берлине, в Париже, в Будве, в Таллине, в Вильнюсе. И в Киеве. В Тбилиси. В Киеве офис не закрывался ни на день. После начала полномасштабного вторжения он полностью перепрофилировался и занимался несколько месяцев эвакуацией людей из-под обстрелов. Офис продолжает работать в Киеве. У нас был еще офис во Львове, поскольку для того, чтобы лучше эвакуировать людей, нужен был еще один пункт во Львове. Через Львов вывозили. Поэтому организация разрослась очень серьезно. И тут важно сказать, что мы не политическая партия. Мы организация гражданского общества, которая поддерживает и всячески помогает, продвигает самого разного рода продемократические и антивоенные инициативы, как внутри России, так и за ее пределами. Я хотел чуть поподробнее расспросить вас про киевский филиал. Он называется, насколько мне известно, «Дом свободной России». И появился он в 2016 году. Вы рассказали, чем они занимались с началом войны, а чем они занимались до. И сразу же вдогонку спрошу, как сейчас, на протяжении последних 3 лет, местное украинское общество воспринимает деятельность, российской организации на территории своей страны? Вообще, первыми инициативами, первой работой Фонда «Свободная Россия» после аннексии Крыма была работа по противодействию преследованию крымских татар, огромное количество которых оказались за решеткой по обвинениям в терроризме, экстремизме, а это были активисты движения «Солидарность», это были
журналисты, правозащитники, обычные граждане, которые не хотели жить под российской оккупацией. И Фонд «Свободная Россия» помогал освещать эти дела, рассказывать о них, предоставлять юридическую помощь. И я, к сожалению, ни разу не была в офисе в Киеве еще и в Будве. Мне кажется, все остальное я уже объездила. Но вот в этих двух местах я, к сожалению, ни разу еще не была и очень жду возможности поехать, потому что куда бы я, вот в какой бы стране я ни оказывалась, если там есть офис «Свободной России» или Reform Space, для меня очень важно всегда посетить их, потому что вот в этих офисах я встречаю совершенно потрясающих людей, делающих удивительные вещи, несмотря ни на что. Мы продолжаем работать и с украинскими властями, и с украинским гражданским обществом. Мы работаем с Центром гражданских свобод, с Александром Матвейчук. Мы работаем с украинскими властями. У нас есть отдельный проект, который называется «Пошук полон». Этот проект помогает разыскивать украинских военнопленных и гражданских заложников внутри российской пенитенциарной системы. С начала полномасштабного вторжения этот проект был запущен после начала полномасштабного вторжения, и туда поступили тысячи заявок. Сотни людей удалось отыскать, удалось внести их в обменные списки, и многие из этих людей оказались таким образом дома. Поэтому, да, вот у нас есть конкретный проект работы с украинскими властями, с украинским гражданским обществом. И мы кооперируем и по другим делам тоже. Мы рассказываем о политзаключенных. И очень часто я оказываюсь на одних и тех же панелях с представителями Центра гражданских свобод, например, с украинскими правозащитниками и с белорусскими правозащитниками. Потому что, естественно, тысячи и тысячи украинских гражданских заложников находятся сегодня в российских тюрьмах, и очень часто никто даже не знает о том, что они там находятся. И очень часто информацию мы получаем какими-то вот такими вот путями. Например, когда мой муж был в заключении, он все время находился в одиночной камере, и случайно где-то там очередной раз его вызывали на какой-то разговор с властями тюремными. Где-то там на столе он увидел документы, в которых были написаны украинские имена. То есть он понял, что в этой же тюрьме, в этой же колонии, в таких же одиночных камерах, потому что их держат всегда только в одиночных камерах, в полной изоляции, находятся украинские военнопленные. И он передал эту информацию. Таким образом, правозащитники узнали, что они там есть. То есть вот таким вот образом мы часто узнаем о том, кто где находится. И российские адвокаты, работающие на земле, работающие внутри России, которые представляют этих, как российских политзаключенных, так украинских военнопленных и гражданских заложников, очень часто являются вот такой вот ниточкой связи нашей с ними. В свете следующей темы, которую я хотел обсудить, а именно раскол в российской оппозиции в изгнании. То, что вы рассказываете про украинских коллег, которые готовы сотрудничать с российской оппозицией и с проектами вроде Фонда «Свободная Россия», кажется совершенно невероятным. К сожалению, на протяжении последних нескольких месяцев, да, на самом деле десятилетий, мы убеждались в том, что российская оппозиция патологически не способна консолидироваться даже в такие времена, как теперь. Как вам кажется, в чем причина этого феномена? Под консолидироваться, что вы имеете в виду? Создать какую-то общую партию? Хотя бы не заниматься непродуктивным вгрызанием друг другу в глотки
в такое время? Я понимаю, по каким причинам это может происходить в мирное время внутри России, но в чем конструктивная задача вот этой деятельности сейчас здесь, в Европе, мне совершенно не ясно. Я вам скажу две вещи. Во-первых, да, в общем любая демократическая система характеризуется наличием огромного количества мнений, которые очень часто друг с другом никак не коррелируют. То есть, так, в общем, если посмотреть на российскую оппозицию как на какое-то собрание продемократических сил, вот эти взаимные претензии и какое-то непонимание, это, в принципе, наверное, естественно. Это только в диктатуру все ходят строем под один и тот же марш. В демократиях такого не происходит. Но я с вами согласна, что выяснять отношения и делить непонятно что в нынешних условиях, это исключительно контрпродуктивно, это очень вредная деятельность. И, наверное, меня больше всего удивляет, знаете, когда я иногда заглядываю в Твиттер, он все равно Твиттер. Я вот это не понимаю. И вижу, что там разгорается очередной скандал. У меня первая мысль – это, господи, откуда у людей столько свободного времени? Когда мне зубы почистить некогда, откуда у них столько свободного времени, чтобы писать бесконечные посты и делать перепосты, и бесконечные комментарии, и как замечательно можно было бы потратить это время, эту энергию, эти силы на что-нибудь полезное. А полезного можно сделать очень много. Но вместе с тем, если говорить о том, что мы не способны работать вместе, это тоже неправда. Потому что, конечно, если опираться только там на Твиттер, на соцсети, ну тогда действительно становится страшно. Я стараюсь концентрироваться на каких-то реальных продуктивных результатах тех инициатив, когда мы смогли собраться вместе и сделать что-нибудь полезное. Как, например, марафон в поддержку политзаключенных, который проводило огромное количество российских медиа. И в этом марафоне участвовали абсолютно все. Правозащитники, активисты, политики, кто угодно. Потому что эта тема объединяет нас всех. И мы смогли сойтись на ней и сделать что-то очень важное и полезное. Еще такой инициативы 17 ноября в Берлине будет марш, антивоенный марш, о котором заявили Юлия Навальная, Илья Яшин и мой муж Владимир Карамурза. Это будет антивоенный марш, и основной месседж этого марша – это окончание войны в Украине, возвращение к границам 1991 года, выведение всех российских войск с территории Украины, включая нелегально оккупированные территории. Это суд над Владимиром Путиным как над военным преступником. И это солидарность с политзаключенными, с военнопленными и гражданскими украинскими заложниками, которые содержатся в российских тюрьмах. Мы очень надеемся, что этот будет такой марш, который объединит всех людей, которые сегодня выступают против этого режима и против войны. И я надеюсь, собственно, как даже заявители этого марша, которые представляют совершенно разные организации, да, политические организации гражданского общества, даже вот в этом есть какая-то солидарность в том, что мы понимаем, в чем наша основная цель. Наша основная цель – это прекращение вот этого зла, который путинский режим несет миру. Это конец режима. Потому что только с концом режима мы можем получить какой-то шанс на то, чтобы поменять что-то в России и сделать ее демократической. А это единственная гарантия
свободы, единственная гарантия безопасности на европейском континенте. Пока в Кремле будет сидеть любой режим, будь то Путин или кто-нибудь другой, Россия будет продолжать представлять угрозу как для самой себя, так и для всех своих соседей. И только Россия демократическая, которая будет уважать права и свободы своих граждан и какие-то нормы человеческого, цивилизованного поведения на международной арене, перестанет быть этой угрозой для мира. И мы работаем в этом направлении. Известно ли о намерении Ходорковского и его сторонников участвовать в этом марше? Я знаю, что они поддерживают эту инициативу, и то ли, я не знаю, они должны были выпустить какое-то заявление с поддержкой, да. Такие примеры обнадеживают. Особенно на фоне того, что происходило последние несколько недель. И еще раз, я очень рада, что я не политик, и что вот мне нечего не с кем делить. Я прекрасно занимаюсь своей работой, работая непочатый край. И я вижу, что под зонтиком, под крышей «Свободной России», фонда «Свободная Россия» собралось огромное количество различных антивоенных продемократических инициатив. И для меня это очень какой-то вдохновляющий пример того, как мы можем работать вместе. Мы работаем и с замечательным проектом «Идите лесом», который помогает российским молодым россиянам избегать мобилизации или дезертировать. Мы работаем с феминистским антивоенным сопротивлением. Замечу, что их ячейка есть в Оксфорде в том числе. Замечательно. Знала бы я, может быть, кого-нибудь я сегодня увижу из них здесь на лекции. Мы работаем с различными организациями этническими, региональными. Собственно, с легкой руки Натальи Арно появились организации типа Фонд «Свободная Бурятия», Фонд «Свободная Калмыкия», Фонд «Свободная Тува». К сожалению, конечно, как только такие организации привлекают внимание российских властей, они немедленно оказываются под угрозой, и Фонд «Свободная Бурятия» тоже был объявлен нежелательной организацией. И глава этого фонда Александра Гармажапова, замечательная совершенно моя коллега, была объявлена иностранным агентом, и она, естественно, тоже находится в вынужденной миграции. Ну, да, но вдохновляет то, что как только какая-то одна инициатива внутри России, в нынешних обстоятельствах, как только одна инициатива душится российскими властями, тут же возникает похожее где-то еще. И я знаю, что и Фонд «Свободная Россия» полагается на работу огромного количества активистов, адвокатов внутри, на земле. Недавно я читала, кажется, «Медуза» работает по меньшей мере со 150 журналистами, которые, да, очень часто на анонимных условиях предоставляют информацию о том, что происходит в России. То есть, да, глядя из-за рубежа, глядя отсюда, кажется, что в России все уничтожено, что там не осталось ничего живого, что все люди либо в могиле, либо в тюрьме, либо в вынужденной миграции. И действительно огромное количество людей уже в могилах, в вынужденной миграции, в тюрьме, но продолжает оставаться сопротивление внутри страны. И именно благодаря работе российских адвокатов мы продолжаем получать информацию о политических делах внутри России, которые идут, просто они возникают каждый день. Благодаря работе журналистов внутри России мы получаем информацию о том, что происходит в этих 11-часовых поясах. И мне кажется, что эти люди заслуживают всяческого восхищения, и им необходимо оказывать всяческую поддержку, выражать с ними всю возможную солидарность, потому что это настоящие герои. Я хотел бы задать вам
Еще несколько вопросов уже более личного характера, не связанного с политикой. Я знаю, как вы мне рассказали перед тем, как мы начали снимать это интервью, у вас совершенно сумасшедший график. Когда у вас в прекрасном будущем России случится день без всяких забот, без всяких дел, как вы им распорядитесь? Буду я дома в этот день? Да, давайте представим, что вы вернулись домой со своей семьей, и я уверен, что рано или поздно это произойдет, и у вас случится беззаботный день. Куда вы пойдете в первую очередь? Чем вы В займетесь? лес. Мы живем в чудесном месте, у нас за домом лес. Можно надеть кроссовки и километры, километры, километры просто ходить по всем этим дорожкам, встречая оленей, белок, лис, зайцев, енотов и бурундуков. Вот. И я иду всегда в лес за вдохновением, если я дома, если у меня есть немножечко времени. Вообще, я очень люблю быть дома. Дома с детьми, с кошками, с Володей. Вот, да. И с лесом. Американский лес не тот все-таки. Американский лес чудесный. Он очень... Ну да, платаны, может, это не очень такая средняя полоса России, но дубы вполне, клены очень даже. Поэтому американский лес тоже разный, в зависимости от того, про какой штат мы говорим. А Вирджиния, где мы сейчас живем, это очень интересный штат, очень красивый и интересный, потому что, собственно, там происходила вся история Соединенных Штатов Америки. Мы окружены поместьями отцов-основателей Соединенных Штатов Америки. Поэтому и с исторической точки зрения это очень интересное место. Но если говорить о природе, вокруг нас сплошные региональные и национальные парки, и это безумной красоты природа. Вот сейчас как раз осенью это все расписано разноцветными красками, и это просто что-то удивительное. А с детьми вы обсуждаете сценарий возможного возвращения на родину? Такие разговоры бывают в семье? Ну, когда Володя вернулся домой, первое, что спросила наша старшая дочь, которой 18 лет: пап, когда я смогу поехать в Россию? Да, наши дети полностью билингвы, они говорят, пишут, читают по-русски и по-английски. И Россия — это большая часть их. Это большая их часть. Они много раз бывали в России. За эти годы у них прабабушка до сих пор живет в Москве. И дети очень хотят вернуться. Они, сказать, мне кажется, что очень важно сегодня, ну, для меня важно. Для меня очень важно воспитывать наших детей гражданами мира. Я очень хочу, чтобы они понимали, что то, что происходит где-то на другом конце, в другой части планеты, где-то там за океаном, это касается их непосредственно, потому что все мы кусочки одного большого пазла. И если мы хотим, чтобы мир был свободнее, счастливее, если мы хотим, чтобы мир был безопаснее, нас должно касаться то, что происходит где-то там за океаном. Мы должны быть ответственными гражданами мира. И поэтому, где они захотят когда-то жить, в какой стране, в какой части нашей планеты, на самом деле мне абсолютно все равно. Мне важно, чтобы они чувствовали, что занимаются важным делом, что они что-то дают миру, что они являются какой-то деятельной частью каких-то перемен. Вот это для меня важно. А где они будут жить и на каком они будут говорить языке, это будет их решение совершенно, а я поддержу. И последний вопрос. Если бы вы могли обратиться ко всем россиянам, которые сейчас находятся на родине, что бы вы сказали?
Я бы сказала, что бы я сказала? Хм. Я бы сказала, что я буду делать все для того, чтобы голоса другой России сегодня были слышны. Для того, чтобы мир знал о том, что другая Россия, не путинская Россия, существует, что огромный ее потенциал сейчас в России есть. И что мы будем делать все для того, чтобы у этих людей была возможность когда-то высказаться и стать частью той России, о которой мы все мечтаем. Спасибо. Это была Евгения Карамурза. Спасибо вам большое и удачи сегодня во время эстафеты. Спасибо. Гронками выпали моей, кроплями выпали живой. Мы называемся «Синяя лампа». Вот почему я смотрю на лампы и думаю, обычно эти лампы зеленого цвета. Да, правильно, это называется «банкерс». Стиль этих ламп. Синяя лампа. То есть у вас такой YouTube-канал? Да, «Синяя лампа». Знаете, вы точно знаете, что было декабристское общество «Зеленая лампа», но было еще другое общество под таким же названием в Париже. В 20-е годы его основали Мережковский с Гиппиус. И у него идея была приблизительно такая же, какая у декабристов, но только в иммигрантском контексте, которые обсуждали литературу, искусство и так далее. А поскольку синий — это цвет Оксфорда, Оксфорд Блю, мы назвали «Синяя лампа». Понятно. Все. Интересно.